Приветствую, ребят! Сегодня мы поговорим о новом герое канала. Я привез автомобиль из США, поговорим о конкурентах, из которых выбирал, и самое главное о кандидатах, из которых и был выбран наш герой, самый лучший вариант. Итак, уже я пригонял автомобиль из Европы, вы его видели, Mitsubishi, мне он нравится, все с ним хорошо. Было видео недавно. Спустя 2 года владения, чуть больше 20 тысяч километров на нем проехал. Все хорошо, все замечательно. Подробности можете посмотреть на видео. И здесь уже хотелось что-то из США притащить себе, потому что тоже я снимал машины из США, уже хотелось и себе что-то притащить. Сразу скажу, ни конторы, ни фирмы никакие, я с ними отношений не имел. Ничего не хочу сказать плохого, но с ними я решил не связываться. Искали со знакомыми. Поэтому сразу на ваш вопрос отвечаю, через кого, как, через знакомых ребят. Помогли хорошие люди. А про конторы я не могу кого-то рекламировать, рекомендовать. Я с ними решил не связываться и все, потому что там все равно конвейерный подход к вам. Вы заказали, деньги дали, и про вас, не хочу сказать плохо, что про вас забыли, но все равно не тот, все равно подход будет, который хотелось бы. Поэтому хотелось немножко больше, чем Mitsubishi по габаритам. Мне нравится вот Volkswagen Taos, но это тот же самый Mitsubishi по габаритам, поэтому нет. Buick Encore, этот GX с 1.3 бывает, но лучше 1.5. Ну, плюс он на вариаторе, но тоже тот же самый Mitsubishi по габаритам. Вот Honda CR-V мне нравится, неплохой автомобиль, но тоже на вариаторе, вот, не хотелось этого. Ford меня вообще не интересует, никакой Ford мне не интересен. И искал я не седан, а уже кроссовер, что-нибудь побольше Mitsubishi. Что Mitsubishi не зашел по посадке, по городу, на нем отлично. И Mitsubishi на данный момент мой самый популярный автомобиль, скажем, все остальные это уже по сути игрушки. И решил я все равно искать GMC. Equinox был на канале, вы его видели. И хотелось и GMC, потому что, во-первых, мне больше нравится, как он выглядит внешне. Более дорого, солидно. Да, не скажу, что Equinox плохой. Искал я только рестайл. И рестайловый Equinox хорош, и GMC хорош, но GMC все равно поинтереснее выглядит. В салоне, опять же, много чего похоже, на торпеды отличается. Самое главное техническое отличие это то, что у Equinox 6-ступенчатый автомат, а у GMC 9-ступенчатый. Это немаловажный факт. Хотя в статьях пишут, что это одно и то же, ничего вы не чувствуете, все это бред. Есть отличия, но об этом мы поговорим в другой раз. Так что определились, ищем GMC и начали рассматривать варианты. И самое главное, хотелось именно машину в максимальной комплектации, либо максимально близкой к ней. Вот не то чтобы как гештальт закрыть, нет, но хотелось для себя все равно максималку попробовать. Я не люблю кожаный салон, но ничего, потерпим. Но все остальные вот плюшки, вот это все хотелось попробовать. Я, конечно, не исключал, что если попадется отличный автомобиль по сладкой цене в минимальной комплектации, то, ну, возьмем. Да, ладно, возьмем. Но все равно хотелось максималку. Начали смотреть варианты. Первый вариант, самый интересный вариант. И, кстати, я хочу сказать то, что те варианты, которые я буду упоминать, это не значит, что мы каждую машину рассматривали. Эти варианты, это из 10-20 машин мы выбирали самые интересные и в нем участвовали. Отсеяно машин неимоверная куча. И мы выбирали, вот прошло 3-4 дня, выбирать вообще нечего. Ну, не на что смотреть, и мы выбираем потом то, что более-менее интересно попадается, а не все подряд мы смотрели. Нет. Это очень долгий, нудный процесс, и нужно себя настраивать на долгую перспективу. И вот первый вариант попался такой сладкий, интересный, но в минимальной комплектации. Машина конфискована у добросовестного человека, который не платил налоги. Ее конфисковали, она целая, не битая, все. Если ее привезти, сел, поехал, оформил и катаешься. Ну, естественно, там масло, фильтра поменяй и так далее. Вот. Неплохо, да, но минимальная комплектация. И что убивает очень сильно в этой ситуации, блин, даже рейлингов на машине нету. Я не знаю, на немцах с конца 90-х годов уже на каждой машине рейлинги. Хромированные, не хромированные, но они есть, блин, на самой даже минимальной комплектации. А тут, как на B3 Passat, рейлинги есть, либо нужно доустановить. Вот это бесит, честно говоря.
Ну, вроде бы неплохо, решили участвовать. Пробег было около сотки, там плюс-минус сотка на 10-20 тысяч километров плюс-минус. Все примерно так и смотрели по пробегу. Ну и в результате мы машину эту проиграли, потому что нормальный ценник люди заломили. Я не понимаю, зачем за минимальную комплектацию столько денег. Да, она не бита, но тем не менее за эти деньги уже можно легкий биток найти и восстановить. Проиграли, ничего, самое главное не расстраиваться, не падать духами, не спешить. Ищем дальше. И так прошло тоже несколько дней, нечего было рассматривать, потому что я сначала думал, может, посмотреть машину, ударенную в заднюю часть, потому что крышка багажника, бампер меняем, но подушки не стрельнут, в этом отношении лучше. Но если немного переборщить с ударом, недооценить удар, то потом в зазоры вы все это не выведете, будет очень сложно. Поэтому все же решил боковой и задний удар исключать, искать только лобовой, и чем можно мягче, скажем так. Вот. И попадается второй вариант. Машина тоже арестовая. И та арестовая была, это все машины 22 года вот эти были. Искали мы вот сентябрь-октябрь 25 года. Как раз вот накануне Нового года. Находим SLT, бордовая, красивая машина. Мне очень нравится, потому что я искал желательно не белую, потому что белый Mitsubishi, не черную, потому что Passat у меня черный. Хотелось что-нибудь так, под другой цвет поинтересней. Начинаем смотреть, да, легкий удар в переднюю часть, стрельнула подушка водительская, пассажирская не стрельнула, пострадал радиатор, бампер, фара, ну, крыло, скорее всего, и капот это замяло, телевизор, само собой. Да, вроде бы легкий удар, но подробно посмотрев фотографии, мне очень так разочаровало и кровь по сердцу то, что задний бампер даже царапнут. Нужно снимать и задний бампер, и его красить. То есть так вот по всем пластмаскам понимаешь, что все равно бампер, крыло, вроде фара, решетка, ничего страшного, но сколько там еще внутри пластмассок нужно будет менять. Там, где получается уже возле фары блок по предохранителем этим, он тоже будет, может быть, лопнут, поэтому нужно всегда оценивать, что там внутри может пострадать, потому что у вас фотки все снаружи, но там дофига еще пластмасса под капотом находится. Подкрылок тоже, все эти вещи нужно всегда накидывать к сумме, потому что все это потом восстанавливать, куча всяких мелочей тоже бьет по карману. Тоже начали участвовать, в результате мы проиграли тоже этот автомобиль. И этот автомобиль вышел в хорошую цену, если так предположить, его вот, которую купили за ту цену, доставка, растаможка, все вот восстановление, если все это подсчитать, плюс краска недешевая, то машина выйдет где-то, ну, далеко за 20, до 25 не зайдет, но за 20-ку уверенно уйдет. Короче, хороший ценник выйдет этой машины. Поэтому тоже так, с таким повреждением не хотелось. Тем более поврежден радиатор, машина не на ходу будет. Затем тоже мы искали примерно неделю. Да, вот где-то конец сентября, начало октября был бордовый. И в начале октября мы нашли следующий вариант. Был серебристый в минимальной комплектации, но уже, слава богу, с рейлингами. Хотя бы вид машины какой-то есть. Хотя серебристая не нормально смотрится, но мне как-то 50 на 50, честно говоря. И да, она была ударена в заднюю часть. Хоть я этого и не хотел, не рассматривал, но удар вот заметно, что легкий. Пострадала крышка багажника и бампер. Но ценник, опять же, был кусающий, скажем так, потому что задний бампер гораздо дороже переднего стоит. Передний двухсоставной, нижняя и верхняя часть. Задний целиком он дороже. И крышка багажника тоже хорошо стоит. То есть, уже прикидывая цены на ремонт, конечно, усилитель на бампер, все вот это. Цена, доставка, ну, блин, то есть за разумный порог ценник выходил. Но впритык вроде бы, ну, можно. Попробовали. Давай играть. И проигрываем мы на $100. Вот на $100 мы ее проиграли. Впритык практически мы ее могли бы и взять. Но, честно говоря, мы проиграли, и я обрадовался. Да, такая идиотская ситуация вышла. Я рад, что мы ее проиграли, потому что, ну, как-то вроде... Самое главное, не расстраиваться, не падать духом, ищем дальше.
Проходит тоже дня 4, мы много чего отфутболиваем, потому что попадаются, да, машины в классной комплектации, сладкий минимальный пробег, но она, блин, стол обняла, по сути говоря, то есть смысла в этом нету. И, честно говоря, тут уже у каждого свой подход, кто-то гонится за минимальным пробегом, но я считаю, ребят, что все же нужно искать оптимальный, можно пробег сотку, немножко 100 тысяч километров, можно за 100 тысяч километров, но чтобы были минимальные повреждения. Потому что столбик стоит $800, даже вот за 650 я видел. Комплектный двигатель $1500, $1300. Хотя кто-то может сказать, что самое главное минимальный пробег, а это все сделается. Но, ребят, лонжероны, когда вам восьмерку согнуло, вам их выгнули кое-как и сделали, это не значит, что безопасность у машины такая же, как и была. Но решать, конечно, каждому. Но учтите то, что от очень серьезного удара ваш отличный двигатель с минимальным пробегом может и не иметь никакой ценности, потому что попросту он может быть лопнут. Треснут блок, он может быть разбит, и вам его придется менять из-за его физической поврежденности. Не износа, а то, что он поврежден. Как было на Equinox, который я снимал, там у нас двигатель, да, с минимальным пробегом, все хорошо, слава богу, ему повезло. Его от удара увело в сторону и лопнула турбина. То есть за счет турбины получилось его как-то самортизировать. То есть удар по турбине пришел, потому что она торчала вперед. Поменяли турбину, но блок, к счастью, выжил. А от более серьезного удара блок может быть треснут, разломан, то есть поврежден. И вам придется менять двигатель. И уже какой двигатель, с каким пробегом вы поставите, тоже не, можно сказать и 50, и 60. Главное, чтобы он был целый. А у вас могло бы быть 10, но у вас машина полностью разбита. Так что экономическая целесообразность, на мой взгляд, лучше купить вот столбик, потом либо комплектный двигатель с пробегом 50-70 тысяч километров пробега у автомобилей, которые тоже покупают битые в заднюю часть полностью. Подушки не стрельнули, продают подушки, продают торпеду целиком, продают двигатель, коробку, салон, вот это все продают. Потому что обшивка багажника, она у всех похожая, и вот люди покупают битые машины в задницу, грубо говоря, разбирают ее на запчасти и перепродают. Поэтому вот так. Ну и мы ищем дальше и находим четвертого героя. По иронии судьбы, он черный, как и мой Passat. Думаю, ну ладно, смиримся. Все-таки черный цвет не белый. Хотя Mitsubishi самый красивый в белом цвете, на мой взгляд. Пишите свое мнение в комментах. И мы его взяли. Вот она. Ну вот он, наш четвертый вариант, вернее не наш четвертый вариант, это четвертый вариант из поиска и наша уже машина, которая будет светиться на канале, как вы видите, она уже полностью сделана. В общем, купили мы где-то 25 октября ее и поехала она в долгое романтическое путешествие, блин, по океану. И в Клайпеде где-то в конце, под Новый год, в декабре она приехала, 20 декабря, 19-го ее отгрузили, 20-го ее поставили уже на учет. Вернее, не на учет, а сгрузили и на контейнер бирку, грубо говоря, повесили, забираете. И приехала она где-то в середине января сюда к нам в Беларусь. И я не буду вставлять фотки с американского этого сайта. Я вам покажу фотки, где она была на таможне, и качество получше, и видны повреждения. В общем, было... Ну, вы сами уже сейчас видите на фотках. Правая фара, верх бампера, потому что бампер двухсоставной, как я сказал раньше. Нижняя часть целая, повреждена верхняя часть, вот эта вот. Решетка, бампер, фара.
крыло в гармошку, и крыло это единственный элемент не родной. Капот, двери, все остальное по кузовне, здесь все родное. К счастью, к большому счастью, мне очень понравилось то, что силовуха вся целая. Повреждена фара, вот крыло и весь этот пластик. Подкрылок, лонжерон целый, усилитель на бампер тоже целый. То есть решетка, весь это пластиковая скорлупа наружная, вся на нее повешена. А так, к счастью, самое главное, ни лонжик, ничего, вся безопасность целая в этом плане. То есть весь каркас, сход-развал не делали, едешь 100, 120, даже 140 на ней ехал, пускай руль, машина едет прямо как положено. Потому что, опять же, от большого удара, ребят, все равно ведет лонжероны, вот так их там выгибают, потом из них, вернее, так их закручивают, потом их выгибают, делают прямыми, как-нибудь подгоняют под зазором. Но если сизый удар, все равно видно, где был удар, и там по зазорам не особо это подгонишь. И они все равно виляют на сотни. Так, они по городу, да, все делают селфи, вот, все красиво, классно, но по трассе не все виляют потом после этого. Нужно очень большие усилия приложить к этому. Здесь самое главное, к счастью, и это очень удобно, когда она приехала, она на ходу. Вот так она выглядит, вот повреждение. Самое обидное повреждение — это капот. Его выгнут, оттянут, ну блин. Жалко, в принципе, что он пострадал. Самое главное, лонжик целый, усилитель целый. Пострадал только, получается, бампер, фара, ну, решетка и крыло правое. Но радиатор целый, машина на ходу, все хорошо. Вот поэтому крыло я уже заказал, оно приехало. Вот так машинка выглядит. Панорамная крыша, заводская тонировка, все отлично. Отдельно нравится вот это литье. Я не часто в объявлениях продажи даже листал машины, смотрел, я не часто даже вижу такое литье. Вот. Ну, отличная комплектация, предмаксимальная. Панорамная крыша, обогрев руля, контроль за полосой, активный круиз, подогревы сидений. То есть радиатор, двигатель, все отлично. Завели, съехали с лафета на ней, загнали и все. И машина поехала. После этого... После всех выполненных работ заменили масло, поставили на учет, и все, катаемся. Обзор я сделаю отдельно. Машина мне понравилась, она хороша. Опять же, преимущество перед Equinox: нету 6-ступенчатого автомата, есть 9-ступенчатый, и это очень плюс, потому что, расскажу на обзоре, короче говоря, преимущество автомата все равно есть. Самое главное, не вариатор. Вариатор не хотелось. Хотелось классику, автомат. Поэтому все нюансы, все, что свои впечатления, расскажу отдельно. Катаемся, все отлично. Цены, ну, растаможка, все вот это вы можете посмотреть. А цена, доставка, здесь нету смысла об этом говорить, потому что неизвестно, за сколько вы выиграете. Вам может повезти, и вы за низкую сумму купите. Даже вот все конторы, которые себя рекламируют, говорят там тоже: если удастся, купим за такую цену. Если мы будем одни, заберем за минимальную. Но за минимальную вы никогда не заберете, потому что постоянно кто-то 2, 3, 5 вас будет в любом случае. Либо больше, скорее всего больше. А растаможки все классика 1.5, где-то $1500 доставка с Клайпеды до Минска, растаможка плюс услуги склада, все эти таможенные сборы, пошлины, так примерно где-то $2050. Но восстановление, там уже сколько, какую машину вы взяли, сколько вы потратите и за работы заплатите, то тоже неизвестно. Но об этом мы поговорим отдельно в другом видео, когда буду все про это рассказывать и показывать. Катаемся, наслаждаемся. Пока что все. Спасибо большое за внимание. Как-то все вот так. Счастливо!